Леона Брукс уже много часов работала официанткой на роскошном благотворительном приеме. Усталость накапливалась, зал был переполнен, гости требовательны. В какой-то момент случайный толчок у стола привел к тому, что бокал с шампанским пролился на безупречный костюм Калеба Уэста, молодого владельца крупной технологической компании, известного своим высокомерием и вспыльчивым характером. Вместо того, чтобы позволить персоналу все исправить, Калеб пришел в ярость. На глазах у сотен гостей он унизил Леону, позволив себе жестокий и показательный поступок, который публика предпочла снимать на телефоны, а не останавливать. Леона едва держалась на ногах, оглушенная стыдом и болью. В этот момент в зал вошел ее муж, Дэниел Риверс, немногословный предприниматель, чье влияние на мероприятие было куда больше, чем знали присутствующие. Увидев состояние жены, он спокойно укрыл ее пиджаком и лишь после этого повернулся к Калебу. Его слова были короткими, но в них ясно звучало предупреждение: произошедшее не останется без последствий. Той же ночью Дэниел привел в движение целую систему. В медиа начали всплывать жалобы бывших сотрудников компании Калеба, регуляторы инициировали проверки, финансовые партнеры спешно отказывались от сотрудничества, а инвесторы выводили средства. За считанные дни бизнес, казавшийся неуязвимым, начал рушиться. Калеб пытался добиться встречи, надеясь уладить все деньгами. Но ему дали понять: есть вещи, которые невозможно купить или загладить. Впереди его ждал не частный разговор, а открытая ответственность. Спустя короткое время он был арестован публично, а затем признан виновным в нападении. Суд вынес реальный приговор, а его компания объявила о банкротстве. Имя Калеба стало символом злоупотребления властью и стремительного падения. Леона со временем привыкла к своей новой внешности и оставила работу в сфере обслуживания. Она присоединилась к благотворительному фонду мужа, помогая людям, пострадавшим от произвола и унижения. Однажды вечером, стоя рядом с Дэниелом и глядя на огни ночного города, она ясно поняла: деньги могут давать возможности, но не делают человека неприкасаемым. А жестокость, даже скрытая за статусом и влиянием, почти всегда находит путь обратно к тому, кто ее выбрал.